Всем привет! К сожалению, пока я знаю английский язык недостаточно хорошо, поэтому решила сделать видео на русском с субтитрами. Я хочу рассказать об очередной ситуации с поиском террористов под каждым кустом, как это часто бывает в России. Вы можете поискать в интернете про дело Сети или про дело Нового Величия. Вот. Но сейчас речь не об этом, сейчас ситуация такова. Моя жена Айман Экфорд, гражданская активистка, аутичная небинарная персона, блогер, подвергается нападкам со стороны правительства и граждан России, а также со стороны граждан Украины, Белоруссии и прочих стран, где есть русскоязычное население. Расскажу подробнее. Айман вот уже несколько лет интересуется политикой Ближнего Востока, салафитами, джихадистами и так далее. Она читает много литературы по этой теме, пишет художественную книгу, в которой есть реалистично изображенные персонажи-террористы. Кроме этого, она довольно часто выступает против террористических организаций. Она переводила на русский язык тексты о том, как ужасно обходятся с женщинами в Даиш, писала тексты о том, как защитить подростков от пропаганды Даиш и прочих сект, а также тексты, направленные против исламофобии. Также она многократно выступала против вмешательства России в дела Ближнего Востока, против помощи России диктаторам, против колониализма. К сожалению, в России ситуация с исламофобией просто катастрофическая. Я даже не знаю, кого не любят больше, геев или мусульман. И в итоге из-за того, что Айман пишет о террористах, из-за того, что она однажды опубликовала на своей странице фото из Твиттера серьезного ученого, исследователя джихадизма, из-за того, что она написала текст про мусульманок-феминисток в России и Великобритании, из-за всего этого на нее посыпались угрозы и обвинения в терроризме, даже во взрывах в метро. Недавно в это дело вмешался депутат Госдумы Евгений Федоров. Очень интересная личность, надо заметить. Он националист, основатель очень крупной националистической организации «Национальное освободительное движение». Это крайне гомофобная, трансфобная, расистская, антисемитская, исламофобная организация. Это я еще не все их недостатки перечислила. Судя по данным Википедии, Евгений верит, что рок-музыка – это саботаж американцев, видимо, против России. Верит в то, что Россия сейчас является колонией Соединенных Штатов. Верит, что гражданские активисты, общественные деятели и средства массовой информации, не поддерживающие нынешнее правительство, продались США и так далее. Вы сами можете найти это в интернете. Опять же, к сожалению, общий уровень образования в области социально-политических вопросов у граждан Российской Федерации довольно низкий, и в подобные невероятные теории заговора верят очень многие серьезные люди, многие политики, так что он не фрик. В России этого человека и правда многие воспринимают всерьез. Этот человек, воспользовавшись своей властью, обратился в СМИ. Он обвинил Айман в терроризме. По его мнению, она работает на исламское государство, вербует туда женщин при помощи феминизма, а также по просьбе ИГИЛ распространяет информацию, что террористам не чужды гомосексуальные ценности. Знать бы еще, что это такое. Честно, понятия не имею, что происходит у этого человека в голове и в каком воображаемом мире он живет. Любому здравомыслящему человеку понятно, что неверующий, небинарный трансгендер с приписанным женским полом, состоящий в браке с женщиной, не может поддерживать джихадистов. Сторонники Даиш просто отрубили бы ей голову, если бы могли. Тем не менее, речь идет о России. Там в это действительно многие верят. И Евгений вполне может добиться своего – открытия уголовного дела. Сейчас мы в безопасности, мы просители убежища Великобритании,
Это потрясающая страна, здесь удивительно вежливые, приятные люди, достойное медицинское обслуживание. Я до сих пор не могу к этому привыкнуть в России, я никогда не видела ничего подобного. Я не сомневаюсь, что если российский националист и гомофоб обратится в английскую полицию, в этой ситуации разберутся как следует и нас защитят от этого опасного человека и от его сторонников. Тем не менее, несмотря на всю комичность происходящего, это довольно пугающая ситуация. Обвинение в терроризме и уголовное дело – это очень серьезно. Поэтому я хочу, чтобы об этом узнало как можно больше людей, особенно здесь, в Великобритании и в других странах. В России, к сожалению, многие активисты и оппозиционеры боятся поддерживать Айман, а многие недолюбливают ее за нейротип, за политические взгляды, за отсутствие симпатии к России и Украине и прочим постсоветским странам. Но я хочу, чтобы люди во всем мире видели, что происходит в России при путинском режиме, как страдают невинные люди. Поэтому, пожалуйста, делитесь этим видео, рассказывайте о ситуации знакомым. До свидания.